Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний Таро-прогноз делаем для вашего знака Зодиака. И расклад, который вы увидите сейчас, расклад на следующую неделю. То есть начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, мы на каждый день недели достанем по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. И посмотрим, какие карты у Водолея выпадут, в каких комбинациях, соответственно, они выпадут и что интересного они нам расскажут. Напоминаю, что это общий Таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас, водолеев, он подойдет. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, я постараюсь вам ответить. Кроме того, не забудьте подписаться на мой YouTube канал, если вы считаете, что это видео вам подходит, как, впрочем, и другие видео, которые есть также у меня на YouTube канале. Поэтому пишите, не стесняйтесь и подписывайтесь соответственно. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта Паж Пентаклей, Паж Жезлов здесь. Это карта, которая показывает человека с таким подарочком, да, как возможность, которая стучится в двери. Вы можете ее принять, можете ее отклонить. В целом Паж Жезлов, который здесь вот изображает такую ситуацию шанса, возможности, действительно может показывать вам какой-то шанс, который выпадает в этот день. Но, кроме всего, Паж Жезлов также это еще и какая-то новость, которая может к вам прийти, какая-то информация, которая вас вдохновит или вызовет вот этот прилив энергии, энтузиазма, какого-то смелости и решительности, которая будет здесь присутствовать у вас. То есть это амбиции, которые вы хотите реализовать через тот шанс, который вам здесь, соответственно, выпадает. У кого-то может быть общение с огненным знаком зодиака, это львы, овны или стрельцы, может быть младше вас, потому что все-таки это Паж. Здесь же по девятке кубков, если предложение какое-то поступает, то оно скорее всего успешное, то есть оно приведет к хорошему результату. Может быть здесь речь о каком-то даже празднике, на который вас приглашают, вы идете куда-то с подарочком, допустим, поэтому девятка кубков здесь как карта застолья и праздников. В целом очень хорошая карта. Кто-то может получать здесь деньги. Да, тоже хорошая возможность, как бы, да. Дальше идет десятка мечей. Здесь карта какого-то стресса, что-то не получилось. Может быть, это вызывает у вас чувство отчаяния. Возможно, какая-то ситуация вам здесь некомфортная, и вам хочется, чтобы она завершилась. И по девятке жезла вы постараетесь себя отгородить, ограничить от каких-то травмирующих факторов. Возможно, постараетесь сохранять спокойствие во всей этой стрессовой ситуации, и как будто бы вы готовы защищаться здесь, защищать себя от каких-то недоброжелателей, которые посягают на ваш комфорт или вашу безопасность. Семерка мечей — боязнь быть обманутым. Боязнь столкнуться с какой-то ложью, предательством, хитростью. Поэтому вот она, семерка мечей. Нужно быть в целом осторожнее. Да и вы, в принципе, вы можете здесь где-то схитрить или пытаться выстраивать какую-то стратегию в ваших действиях, то есть какой-то план действий по семерке мечей, который как будто бы действует в обход, да, то есть какой-то такой хитрый план. Ну, давайте посмотрим, что еще по семерке мечей здесь может быть у Водолея в среду. Карта Иерофант. Нужно поступать так, как ожидают от вас большинство. Да, по Иерофанту это что-то, что соответствует привычному, традиционному, понятному. Поэтому карта Иерофанта, она советует быть мудрее в этой ситуации и советует следовать вот как будто бы мудрости, да, знаниям, своему опыту в том, какое решение вы здесь принимаете. Опять-таки семерка мечей, чтобы не быть обманутым, возможно, имеет смысл обратиться к кому-то, кто может дать вам хороший совет или рекомендацию, потому что Иерофант — это учитель, наставник, то есть вам может кто-то дать хороший совет касаемо того, как не попасть в паутину лжи или предательства здесь, или не быть обманутым по Иерофанту. Следующая карта — восьмерка кубков, разочарование в четверг, да, может быть здесь по этой карте разочарование или какая-то неуверенность присутствует, думаете оставить что-то позади,
как есть, может быть, или не оставлять, да, как есть, двигаться к чему-то новому, выходить из зоны комфорта или нет, то есть как здесь лучше вам поступить. Это то, о чем вы думаете в четверг, и по тройке пентаклей здесь вы можете сомневаться в том, соглашаться ли на какое-то сотрудничество или на какой-то важный, решающий для вас здесь шаг, который вам предлагается, потому что тройка пентаклей, она о решительности в действиях, а также о том, что вы должны быть уверены в том, что вы делаете, а здесь у вас присутствует какая-то неуверенность в том коллективном, чем вы занимаетесь. Карта Звезда в пятницу в целом показывает вашу целеустремленность, надежду, ваши планы на будущее, которые вы здесь выстраиваете. И вместе с картой Туз мечей вы очень четко понимаете, что вам нужно, какие проблемы решить или какие ситуации решить для достижения вашей цели, как добиться там чего-то, что для вас важно, как это завоевать, или какую вам достаточно решительности здесь хватает, решительности, чтобы по карте Звезда с вдохновением добиваться поставленных целей. То есть как будто бы ясно и четко понимаете, как это сделать. И шестерка жезлов, есть она у вас в субботу. Это карта лидера, успешного и победителя как такового вместе с пажом кубков. Может говорить о хороших возможностях, которые вам также выпадают. Здесь какой-то хорошей новости, которую вы получаете. И вместе с шестеркой жезлов, этой картой успеха и возможности быть в центре внимания, вместе с пажом кубков, это как шанс быть в центре внимания, возможность заявить о себе, возможность в чем-то выиграть. То есть очень хорошая карта, там показаться на публике, чтобы вас увидели знакомые друзья, кого вы могли давно не видеть, к примеру. То есть как быть в центре этой компании. Карта Туза жезлов, карта решительности и решительных действий ваших, которые в воскресенье вам выпадает, показывает, что вы очень сильны в этот день, вы по тузу кубков, который также является новым начинанием, готовы начать что-то новое, вдохновляющее, воодушевляющее вас. Может быть, у кого-то влюбленность здесь, у кого-то начало чего-то позитивного, как нового дела какого-то, или перемены, которые здесь очень вас окрыляют, вдохновляют и для вас будут таким позитивным новым начинанием, то есть каким-то важным открытием по тузу кубков. Что-то, что открывает ваше сердце. Здесь, собственно, в кубке сердце такое изображено. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и берегите своих близких. До скорого!